Этот ролик я посвящаю тем, кто не может сейчас сделать капитальный ремонт, но жаждет красоты. И, конечно, кочующим эстетам, которые сейчас снимают жилье, но хотят, чтобы оно выглядело так же великолепно, как устройство их внутреннего мира. Давайте попробуем легко и недорого освежить временное жилье. В первую очередь окиньте своим эстетическим взором текстиль и мягкую мебель в съемной квартире. Очень часто арендодатели, не заботясь о психологическом здоровье и чувствах своих арендаторов, наполняют их теми предметами мебели и декора, которые не нужны им самим. И ни о каком сочетании цветов и фактур, и уж тем более о формировании какого-то стиля и речи быть не может. А между тем, все эти подозрительные клетчатые диваны, шторы ядрен-батоновых оттенков, выцветшие потертые ковры или пестрые покрывала имеют огромный визуальный вес. И поэтому начинать нужно с их нейтрализации. Диваны и кресла можно закрыть однотонными натяжными чехлами или покрывалами. Лучше выбирать нейтральные цвета и плотные матовые материалы без блеска. Так они будут выглядеть дороже. Активных или крупных принтов также стоит избегать. У мягкой мебели много складок и изгибов, а на сморщенной ткани принт плохо считывается и скорее добавляет визуального шума, чем красоты. Белые ткани, кстати, очень хороший вариант, потому что белый легко стирать, и он дает ощущение чистоты. Если выбираете покрывало, то размер покрывал лучше выбирать побольше, с запасом. Так вы увеличите шансы, что они подойдут по размеру к мебели в вашей следующей квартире. Да и красиво это, когда они вот так вот все до пола закрывают. Кстати, на один диван можно купить пару-тройку покрывал. Также можно поступить и с кроватью. Большое однотонное покрывало, свисающее прямо до пола, не только смотрится дорого, но и можно еще и прикрыть некрасивые ножки и некрасивое основание кровати. Но и если изголовье раздражает, его тоже можно загримировать таким способом. Принтованные слишком яркие или наоборот слишком мрачные шторы лучше заменить на однотонные и нейтральные. А еще лучше, если они будут совпадать по цвету с покрывалами и чехлами на мебели. Светлый текстиль светло-бежевого, молочного, светло-серого или белого цветов освежает интерьер всегда и всегда добавляет визуальной чистоты. А вот тюль с вышивкой или кружевами, конечно же, дешевит интерьер. Его также лучше заменить на однородный полупрозрачный тюль в пол. Длину штор также лучше делать с хорошим запасом, чтобы потом можно было повесить их и в новой квартире. Пусть лучше они сейчас будут лежать элегантными складками на полу, чем потом в квартире с более высокими потолками будут слишком короткими и смотреться будут обрезанно. Ну или потом, в крайнем случае, вы сможете пришить к ним снизу цветной кант нужной вам длины. Это тоже добавляет изюминки интерьеру. И тут у некоторых может возникнуть восклицательный вопрос: если все делать однотонным, нейтральным и светлым, не превратится ли интерьер в унылое безликое жилище? Не превратится. С помощью крупного текстиля мы создаем нейтральный фон, базу, с которой можно безопасно сочетать любой мелкий декор или некрупную мебель. И вот на этом этапе можно самовыражаться уже сколько угодно. Добавлять декоративные подушки и пледы ваших любимых цветов, растения в красивых кашпо, вешать фотографии или любимые картины. Они особенно добавляют характера и индивидуальности интерьеру. Не игнорируйте их. Даже одной крупной картины может быть достаточно, чтобы преобразовать помещение и задать ему настроение. Но если в этом вопросе вы чувствуете себя неуверенно, вот как подобрать и просочетать все эти элементы интерьера, чтобы в итоге все смотрелось гармонично и целостно, то обратите внимание на мой курс по стилизации интерьера по ссылке в описании. Там мы разбираем эти вопросы очень глубоко и структурно. А еще можно поставить красивый торшер или небольшой журнальный столик. О них, кстати, очень часто арендодатели вообще забывают как о чем-то ненужном. Наполняйте интерьер вашими личными вещами, отражающими ваши вкусы или воззрение. Именно это поможет вам создать ощущение собственного дома,
а не чужого временного жилья. Преимущество такого декора еще и в том, что его можно легко менять в зависимости от настроения и легко перевозить из одного дома в другой. А чтобы повесить картины или фотографии, не обязательно делать новые отверстия в хозяйских стенах. Хозяева вряд ли это одобрят. А иногда бывают ситуации, когда их нельзя сделать и без согласования с менеджментом дома. Для таких случаев существуют специальные ленты-липучки, которые можно безболезненно потом отклеить. Такие вот двусторонние липучки – это вообще лучший помощник в съемной квартире. Если четко следовать инструкции, обрабатывать места приклеивания, то они очень прочно приклеиваются, выдерживают очень приличный вес и, что самое важное, не оставляют следов после удаления. А если есть достаточно много свободного и хорошо просматриваемого пространства, или если вы хотите закрыть какой-то кусок стены, который вам не нравится или чем-то не мил, то крупные картины можно поставить и на пол. Так интерьер будет выглядеть более творческим и стильным. Иногда, чтобы закрыть обои или некрасивые стены, можно вообще использовать шпалерную развеску картин. Ковер – это не только отличный способ зонировать пространство, добавить уюта, но с его помощью можно еще и прикрыть не очень привлекательный пол в съемной квартире. Главное тут не мелочиться и выбирать ковер достаточно большого размера, и не обязательно тратить на него целое состояние. Например, джутовые ковры хорошо смотрятся в интерьере, стоят, кстати, недорого и выполнены из натуральных материалов, что приятно. А за безворсовыми хлопковыми коврами еще и очень легко ухаживать. Если они небольшого размера, их можно даже постирать в стиральной машине. А ковры сейчас очень разнообразные. Они бывают абсолютно разных цветов и с разными очень интересными современными принтами и могут стать единственным акцентом или еще одним акцентом вашего интерьера. Хорошее освещение – это тоже очень важный фактор для комфорта, и именно его обычно не хватает в съемных квартирах. Часто это просто один светильник посреди комнаты, и с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Но вы можете заменить устаревшую люстру с одной тусклой лампочкой на красивый современный светильник с несколькими рожками и добавить помещению больше света. Светильники вообще очень существенно влияют на образ интерьера, они задают стиль, и с их помощью можно расставить акценты или добавить графичности. А с некоторыми даже можно внести настроение. А еще их также можно забрать с собой при переезде, что очень удобно, поэтому смело меняйте светильники, если они вам не нравятся. Также в съемное жилье можно добавить торшеры и красивые настольные лампы. Они сделают ваш дом гораздо уютнее и даже элегантнее. Во многих домах США, например, обходятся только таким освещением и вообще не имеют потолочных светильников. Еще есть беспроводные светильники, в том числе настольные, которые можно поставить на стол, если у вас не подсвечена обеденная зона, или на тумбочке, если у вас не выведен свет к кровати. Но их периодически надо ставить на зарядку. А если вы не готовы менять светильники, то можно хотя бы заменить в них дешевые лампочки, такие, которые мерцают или с тягостным холодным свечением, на хорошие светодиодные, нужной вам мощности и с приятной температурой свечения, например, около 2700-3000 кельвинов. И выбирайте высокий индекс цветопередачи. Он должен быть не ниже 80, желательно около 90. И чем ближе это значение к 100, тем лучше. Помните, что температура освещения очень сильно влияет на наше настроение и самочувствие. Не создавайте в своей квартире лабораторию. Мебельные ручки могут кардинально поменять внешний вид мебели и даже ее стиль. Их нельзя недооценивать. Лаконичные ручки рейлы или кнопки могут сделать мебель более современной и стильной. А необычные ручки с интересной дизайнерской задумкой могут стать акцентом интерьера и поднять его на новый уровень. Тут все, конечно, зависит от ваших целей. Правда, нужно обязательно замерить расстояние между креплениями старых ручек, чтобы точно подобрать новые такого же размера и прикрепить их в те же отверстия. С этим, кстати, у многих возникают проблемы, потому что многие не знают, что ручки, которые крепятся в двух местах, у них разное расстояние между креплениями. Смесители в ванной и на кухне – это еще одна вещь, которая стоит вложений, ведь мы ими пользуемся по нескольку раз в день. А в арендованных квартирах они очень часто далеки от идеала и не всегда бывают качественными. А красивый современный смеситель может не только повысить качество вашей жизни, но и украсить интерьер и даже стать акцентом ванной или кухни. Конечно, есть определенные технические нюансы, которые нужно учитывать при замене одного смесителя
смесителя на другой, поэтому до приобретения этот вопрос лучше проговорить с сантехником. Зеркала могут стать очень эффектным декоративным приемом в вашей съемной квартире. Зеркала могут отражать и приумножать не только дневной свет от окна, но и всю ту красоту, которую вы уже успели навести в помещении. Если сверлить стены нельзя, то небольшие зеркала можно повесить с помощью липучек для картин. Главное тут удостовериться, что вы приклеили их правильно, чтобы зеркало не упало и не разбилось. В этом вопросе даже лучше перезаложиться и взять крепления, рассчитанные на больший вес. А вот крупные зеркала в больших красивых рамах будут очень хорошо смотреться на полу, прислоненные к стене. Но такое решение не очень подходит, если в квартире будут маленькие дети или активные животные. Кухонный фартук в съемной квартире, к сожалению, не поменяешь и не закрасишь, но иногда его можно на время вашего пребывания прикрыть, например, стеновой панелью. Это не самое изысканное решение, и в собственной квартире я бы не рекомендовала так делать, но если выбирать между постоянным раздражением от созерцания некрасивого хозяйского фартука и компромиссного, но приемлемого варианта, от которого у вас не будет дергаться глаз, то стоит его рассмотреть. Только не нужно крепить панели на жидкие гвозди или использовать самоклеющиеся панели или виниловые пленки. Бесследно демонтировать потом такие решения будет очень сложно, а в рамках этой темы нас, конечно же, интересуют только временные решения, которые вы можете после себя демонтировать или даже забрать потом с собой. Поэтому лучше приклеить такую панель на двухстороннюю монтажную ленту. Только не путайте с двухсторонним канцелярским скотчем. Монтажная лента бывает с разной степенью приклеивания. Спрашивайте в строительных магазинах такую ленту, которая выдержит стеновую панель, но которую потом можно будет без лишних усилий отклеить. Но если у вас недалеко находится газовая плита, все-таки не стоит выбирать ПВХ-панели. Что касается рисунка, лучше избегать панели с фотопечатью или с крупными яркими рисунками. Они не украсят ваш интерьер, не заменят картины и не смогут отвлечь от некрасивых кухонных фасадов, если таков был ваш план. Еще не стоит выбирать панели с рисунком дерева или мрамора, потому что, скорее всего, имитация будет очевидна и только еще больше подчеркнет дешевизну материала. Лучше все-таки выбирать однотонные варианты или с легкой простой геометрией, с ними ошибиться уже сложнее. Если стены в вашей временной квартире окрашены, то с разрешения владельца их можно перекрасить. Это может звучать пугающе, но на самом деле перекрашивание стен – это достаточно быстрый, несложный и недорогой способ значительно улучшить и освежить интерьер. Главное тут, чтобы новый улучшенный облик квартиры не воодушевлял хозяина на внезапное повышение арендной платы. А если арендодатель не согласен менять цвет стен, а вам очень этого хочется, можно договориться, что перед выселением вы вернете стенам прежний цвет, предварительно подобрав и записав номер его оттенка. Как аргумент в вашу пользу вы можете использовать тот факт, что в этом случае, если вы перекрасите все-таки все стены, которые вам не нравятся, после вас квартира, скорее всего, останется в лучшем состоянии, чем была до вас, ведь все сколы и царапины на стенах будут ликвидированы. Конечно, все эти манипуляции с перекрашиваниями требуют определенных затрат времени и сил, но если вы планируете прожить в этой квартире достаточно долгое время, удовольствие от проживания в интерьере, который вам нравится, действительно того стоит. Иногда, чтобы почувствовать себя в арендованной квартире уютнее, достаточно просто реорганизовать пространство под свои привычки и режим дня. Можно попросить своего арендодателя убрать лишнюю мебель, которую вы не используете, но которая захламляет пространство. Это добавит в помещение больше воздуха. Или можно убрать с подоконников обилие цветов в различных горшках, которые перекрывают дневной свет, и красиво организовать их на отдельном стеллаже, предварительно пересадив в одинаковые горшочки. Можно добавить небольшие системы хранения и поставить в них корзины и коробки и убрать в них всю мелочевку с горизонтальных поверхностей. Это все на самом деле не займет много времени и сил, но сделает ваш дом гораздо уютнее и приятнее. Если вам предстоит обновление собственного или арендованного пространства, обратите внимание на мои курсы по ссылкам в описании к видео и подписывайтесь на канал. И вы знаете, кому отправить это видео. Всем дизайн!